Какой час? Фу, протухло все. Да, потом придется после этого на Василия нам поубираться. Пойду умоюсь, что ли? А? Что? Какого фига не работает кран? Эй. Он только вчера вечером работал. Ну, вообще класс. Теперь будем ходить грязные, вонючие и вонючие. Надеюсь, хоть аппарат с едой работает. Ну уже давай. Отлично. Пироженка. Это вкусно. Да. Где мой компьютер? Опять кто-то утащил к себе. Ну ладно, я тому еще задам. Что ж, вполне съедобно. Так, может быть мне еще кусочек взять? Думаю, кто-нибудь против. Кто это такой? Тебе не обязательно это знать. Опять 25. Что? Где я? Ты должна кое-что увидеть. Подожди. Во-первых, кто ты? Во-вторых, где? И в-третьих, что? Давай начнем сразу с третьего вопроса. Что? Что ты делаешь? Я передаю тебе память. Зачем? Чтобы ты увидела это. Что это? О, как кружится голова. Начинается. Где я? И что это за человек? Сэр? Ты. Эй, это ты. Эй, ну-ка быстро верни меня обратно. Я не знаю где. Он что, меня не слышит? Сэр, Точнее, звонила правительство. И? Они сказали, если вы в ближайшее время не отдадите им чертежи и расчеты на вечный двигатель, то вас посадят в тюрьму. Я знаю, Маркус. Не надо мне указывать. Но, сэр, вас уже призвали к суду. А что я такого сделал? Вы убили... Я никого не убивал. Нет, но... Понимаете... Помните тот ваш опыт с ядерным двигателем? Но... Он провалился, и существа в 20 километрах, все живое погибло, цветы, растения. Да плевать мне на них. Но, сэр, вас призывают к суду. Не указывай мне, ребенок. Глупый. Думаешь, я все тебе прям расскажу, и я боюсь твоего правительства? Они ошибаются. Я удалил себе сердце и буду жить вечно. Я сбегу в лес, и меня никогда не найдут там. Прощай. Я же был вам так верен, сэр. Что это было? Где я? Ты все видела? Где ты, Маркус? Я тебя сейчас же верну на твое место. Передай всем своим друзьям, чтобы вы лучше уходили оттуда. Иначе придет хозяин, и вам придется погибнуть. Но это полнейший бред. Пожалуйста, я не знаю, что делать. От тебя больше ничего не зависит. Просто передай своим друзьям. Это был сон? Это был сон. Это был просто сон. Что? Не волнуйся, Джули.
Это был не сон. О боже, что делать? Что делать? Эй, короче, все пацаны и девочки, все, короче, собираемся. Не надо так орать. Ты обещал дать нам выспаться. Что вообще тут происходит? Все мигом собираемся здесь. Меня что, никто не слышит? Я сказала мигом. Как ты здесь появилась так быстро? Ты же сказала мигом. О, и кстати, если хочешь всех созвать, надо сделать так. Шагом марш все сюда, иначе сейчас вам всем будет хана. Вот так-то. О, быстро. Ну, так зачем ты нас разбудил? Прочитайте-ка вы это. Тут написано: не волнуйся, Джули, это был не сон. Что это значит? Да, что это значит? Ой, сейчас я вам все расскажу. Да ладно, правда? Да, вот так все и было. Слушай, а ты уверена, что это не сон? Ну вот, когда я проснулась, тут валялась вот эта бумажка. Дай посмотреть, плиз. О, да, Анел, конечно. Почерк не твой. Тут есть подпись? Нет. Что это за цифры? Цифры? Мне кажется, это расчеты. Какие расчеты? Ты же сама говорила, что тебе снилось, будто он что-то делал. Да, и листок разорван. Скорее, вторая часть у кого-то. Мне кажется, в этом есть смысл. Но почему он хочет, чтобы мы ушли? Да, или это оно, скорее всего. Я даже не знаю. Мне надо перекусить. Тяжело думать на голодный желудок. Как тяжело. Ты все это съешь один? Конечно же нет. Я и для вас принес часть вот сока. Я уже завтракала, я не буду. Я пока немного не голодна. Ну ладно, как хотите. Но я вас предупреждал. Куда так быстро делается еда? О, я же вас предупреждал. Ну ладно. Почему вы не ушли? Джули, это Марк. Опа, гам стайл. Я же вам сказал, чтобы вы уходили. Почему вы меня не послушались? Во-первых, ты говорил только мне. Во-вторых, мы даже не успели разобраться во всем этом. Хорошо, тогда я вам все объясню. Как вам рассказала Джулия, я дал ей часть своих воспоминаний, чтобы она увидела, что творилось тогда с доктором. Он сейчас еще жив, и он пришел сюда за тем листочком. За этим обрывком? Да, видите ли, у него первая часть листа. Я так знаю. Но если он ее заберет, то тогда он сможет делать вечный двигатель. Вечный двигатель? Тогда давайте скорее ему отдадим. Знаете, какой прогресс будет? Нет, нельзя ни в коем случае. Эй, ты хотя бы понимаешь, на чем он у него основан? На чем? На крови и на ядерной энергии. На крови? Ты представляете, сколько нужно будет убить, чтобы получить дофига крови и еще плюс ядерной энергии? Это может взорвать всю планету. Он его еще даже не запустил. Стоп. Когда ты мне передал часть памяти, там что-то говорилось про то, что вы пытались. Да, это был пробный эффект. Видели? Помнишь, я рассказывал, все существа погибли, ближайшие. А вы представляете, что будет, если он его зарядит мощнее? Тогда все сожжется дотла. Воу. Я не знаю, какой смысл его делать. Но просто он свихнулся, вот и все. Так, а
причем здесь мы? Да, мы вообще тут приехали, блин, отдыхаем. Да, вы, в принципе, ни в чем не виноваты, но виноваты только девочки. Что? Понимаете ли? Дом, который вы выиграли, можно? Нет. Можно, пожалуйста? Ладно. Как вы думаете, почему он просто так разыгрывался? Не знаю. Потому что все прошлые владельцы очень быстро погибали. А я же говорил, не надо разыгрывать этот дом, не надо его вообще брать. Ну зачем вы это сделали? Я так и знал, что это что-то плохое. Я так и знал. Не кипятись. Ну так вот. И в этом доме как раз и скрывалась эта часть. Я еле-еле ее нашел и отдал вам. Ну, спасибо, чувак, облегчил нам жизнь. Да, зачем ты нам ее отдал? Сжег бы ее, сделал с ней что-нибудь. А я не могу этого сделать. Почему? Вы хотя бы знаете, сколько лет назад вот это вот сделано? Я не могу это сделать, так как я просто призрак. Ты призрак? Да, я не могу никак воздействовать на этот мир. Но как мы тебя видим, да, ты такой четкий. До поры до времени у меня, как говорится, плотная оболочка, но бывают моменты, когда я становлюсь невидимым, просто парю в воздухе. Так было. Я видела тебя тогда. Точнее, слышала. Ну да. Есть, конечно, один способ, чтобы я стал нормальным, но он вряд ли сработает. Ну скажи же, как это, что это? Да, мы тебе поможем? Нет, никто больше не поможет и не сможет это сделать. Ладно, речь не обо мне. Главное, чтобы вы не отдавали этот листок ему. Кому ему? Да ты что, все мимо ушей пропустила? Ученому, доктору Робу. Окей. О, и, кстати, он может вас кое о чем попросить. О чем? Мне кажется, он попросит, чтобы мы сделали ему сэндвич. Нет, он может попросить развязать его. Он что, в веревках? Или в чем? В наручниках? Почти, он в цепях. Это я его заковал. Дабы он не мог найти этот листок. И эти цепи единственное, что его сдерживает. Какой стати нам вообще его развязывать? Он может делать все, что угодно, предложить что-нибудь, но ни в коем случае не попадайтесь на его уловки. О, да, и храните это при себе. И лучше держитесь вместе и не выходите из дома вообще. Что это было? Где он? Я не знаю. Может быть, он просто испарился? Да. Чуваки, то есть чувихи, это странно. Я пошел в туалет. О нет, боже мой, отстань от меня, отстань. Люди, нам лучше убираться. Что случилось? Почему ты орал? И что с твоим лицом? Это еще капельки, это просто меня цапнул. Кто он? Кто посмел трогать моего младшего брата? Не иди туда, умоляю. Да почему же? Ну, там он сказал, чтобы мы убирались. А если нет, он сделает царапины побольше. Ну, не плачь, моя ложь. Да хватит, мне уже 15 лет. Ну, блин, он, короче, угрожал нам. И сказал, если мы не будем выполнять его требования, он по очереди нас заберет в плен. Или убьет тех, кто у него уже в плену. У него есть пленники? Да, по крайней мере, он так сказал. А? Блустар, что с тобой? Уходите. Уходите живо отсюда и отдайте мне этот жалкий листок. Блустар, что с тобой? Уходите.
Вам здесь не место. Здесь мое жилище. И никто, слышите, не смеет тут проживать. И я заберу этот листок и отомщу вам, если вы не послушаете меня. Блустар, ты в порядке? Очнись. Да я срочно куда-то положить. Блустар. Ванесса, очнись. Она в обмороке. Да что со всеми происходит? О, боже. Люди, нам лучше держаться вместе. Близко. Давайте близко. Венера, очнись. Давай, милая, очнись. Венера. О, боже мой. О май гаш, что мне делать?